Археология полна загадок, но некоторые находки просто поражают воображение и кардинально меняют представление о нашем прошлом. Одним из самых ярких примеров является артефакт, известный как «Золотая маска Тутанхамона». Эта великолепная маска, найденная в 1920 году в гробнице фараона Тутанхамона, не только потрясла мир своим искусством, но и открыла двери к пониманию древнеегипетской культуры и ее ритуалов. Маска, выполненная из золота и инкрустированная драгоценными камнями, стала символом богатства и мощи фараонов, а также источником бесчисленных историй о жизни и смерти в Древнем Египте. Не менее загадочным является Кубок из небес. Этот артефакт, найденный в 1946 году в Мексике, представляет собой металлический кубок, покрытый таинственными символами. Некоторые исследователи уверены, что он связан с древними индианскими культурами и их космологией. Кубок стал темой многих теорий, от ритуальных практик до возможных контактных артефактов с другими цивилизациями. Несмотря на множество исследований, его истинное назначение остается загадкой. В 1980-х годах археологи наткнулись на камень Изыки в Перу. Этот камень, покрытый странными гравировками, изображает динозавров, что вызывает удивление среди ученых. Как могло существовать такое пересечение времени? Многие считают это фальсификацией, но другие утверждают, что камень может быть доказательством взаимодействия древних людей с динозаврами. Обсуждения вокруг этого артефакта не утихают, а его загадка остается нерешенной. Не можем не упомянуть о машинах из древности, найденных в Индии. Этот набор металлических устройств, обнаруженный в 2012 году, вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что это прообразы современных технологий, в то время как другие считают это результатом древнего мастерства. Чудеса технологий древности заставляют нас задуматься о том, насколько развитыми могли быть цивилизации, которые давно исчезли с лица Земли. Переходя к другим находкам, стоит отметить кристаллы из древности, которые были обнаружены в Месопотамии. Эти кристаллы, имеющие необычные свойства, завораживают исследователей. Некоторые эксперты предполагают, что их использовали в ритуалах, а другие уверены, что они могли обладать технологическим назначением. Вопрос о том, как именно древние цивилизации их использовали, остается открытым. Эти артефакты не только вызывают интерес, но и открывают удивительные перспективы для будущих исследований. Каждая находка предлагает новое понимание о том, как жили наши предки и какие знания они могли унести с собой. И пока ученые продолжают свои исследования, загадки древних цивилизаций остаются неразгаданными, ожидая, когда кто-то сможет раскрыть их тайны. Теперь мы перенесемся в загадочный мир Древнего Египта, где скрыты ключи к пониманию многих древних ритуалов и практик, которые до сих пор продолжают удивлять исследователей. Древний Египет с его величественными пирамидами и таинственными гробницами до сих пор представляет собой неисчерпаемый источник загадок и открытий. Археологи, исследуя эту древнюю цивилизацию, находят артефакты, которые не только удивляют, но и бросают вызов нашему пониманию истории. Один из таких удивительных артефактов – так называемый саркофаг Нефертити. Обнаруженный в 20 веке, он вызвал множество споров и вопросов. Саркофаг представляет собой не только великолепное искусство, но и содержит множество символов, связанных с культом богини Исиды, что указывает на сложные ритуалы, связанные с захоронением. Не менее интригующим является камень Синца, найденный в прибрежных районах Египта. Этот камень покрыт неизвестными иероглифами и изображением, которые не соответствуют известному египетскому письму. Специалисты пытаются расшифровать его содержание, но пока никто не сумел понять его истинное значение. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть запись о контактах с другими культурами или даже инопланетными существами. Эти гипотезы вдохновляют множество теорий, но факт остается фактом. Камень хранит древние тайны. Также стоит упомянуть золотые пластинки, найденные в одной из гробниц в XIX веке. Эти пластинки, сделанные из чистого золота, содержат изображения различных божеств и сцен из жизни фараонов. Их сложные узоры и детали показывают уровень мастерства древних египтян. Однако вопрос о том, почему именно эти пластинки были выбраны для захоронения, до сих пор остается открытым. Некоторые исследователи считают, что они могли быть связаны с обрядами, предназначенными для защиты фараона в загробной жизни. Другая удивительная находка – тайники священных скульптур, обнаруженные в 1981 году в Луксоре. В этих тайниках были найдены статуи, представляющие богов и фараонов, выполненные с невероятной точностью и детализацией. Исследования показали, что эти статуи использовались в религиозных ритуалах, но их точное назначение до сих пор остается загадкой для ученых. Как использовались эти статуи и какое значение они имели для древних египтян, пока неизвестно. Перемещаясь к другому загадочному артефакту, нельзя обойти стороной чашу Хатшепсут. Эта чаша, найденная в ее гробнице, украшена сцены, которые изображают сложные обряды. Специалисты предполагают, что чаша использовалась в ритуалах, связанных с культом богов, но ее точное назначение тоже остается неясным. Каждая находка открывает новые горизонты для исследования и заставляет нас заглянуть в мир Древнего Египта, полон тайн и неизведанных путей.
Все эти артефакты, объединенные общей загадкой, предоставляют уникальные возможности для понимания древнеегипетской культуры, ее ритуалов и верований. Находки, которые мы описали, не просто исторические предметы, это ключи к разгадке тайны, которая покрывает одну из самых величественных цивилизаций в истории человечества. Погрузившись в этот загадочный мир, мы можем лишь догадываться, какие еще секреты скрыты в песках времени. И в то время, как исследователи продолжают разгадку, впереди нас ждут истории о легендарных городах, найденных под землей, которые тоже хранят свои загадки. В поисках утерянных городов археологи нередко сталкиваются с поистине удивительными находками. Один из самых известных примеров – затерянный город Мачу-Пикчу, обнаруженный в 1930 году в Перу. Этот город инков, расположенный на высоте более 2400 метров над уровнем моря, был забыт на многие века, покрытый джунглями. Когда исследователь Хайрам Бингем наткнулся на его руины, это стало настоящей сенсацией. Здания, террасы и водные каналы идеально вписывались в ландшафт, демонстрируя удивительное мастерство и знания древних строителей. Однако вопросы о назначении некоторых объектов остаются, таких как таинственные каменные блоки, чьи функции до сих пор не ясны. Перемещаясь в Европу, нельзя не упомянуть о городе Помпеи, погребенном под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 1081 году нашей эры. Это катастрофическое событие сохранило жизнь и быт древних римлян в удивительной степени. Восстановление Помпеи дало возможность увидеть фрески, мозаики и даже уличные вывески. Искусно сохранившиеся строительные элементы позволяют заглянуть в повседневную жизнь древних римлян. Однако загадки, такие как наличие странных остатков жертвоприношений, остаются неразгаданными. Другой поразительный пример – затерянный город Тикаль, находящийся в джунглях Гватемалы. Этот город майя был одним из крупнейших и наиболее влиятельных в своей эпохе. Его открытие в 1940-х годах стало настоящим открытием для археологов. Занимающий более 6 десятков квадратных миль, Тикаль был центром культуры, науки и торговли. Но среди его величественных храмов и площадей находятся и загадочные структуры, предназначение которых до сих пор остается неопределенным. Не менее интригующим является затерянный город Атлантий, который, по мнению некоторых исследователей, может быть связан с мифом об Атлантиде. Его предполагаемое местоположение в районе Карибского моря привлекло внимание археологов с начала 20 века. Однако до сих пор никто не смог достоверно подтвердить его существование. Мистические истории о высокоразвитой цивилизации, исчезнувшей без следа, продолжают питать интерес к этому загадочному городу. Еще одной захватывающей находкой стала Эль-Лагорита в Испании. Этот древний город был обнаружен в конце 20 века и представляет собой необычайный пример архитектуры и планировки, несвойственной для времени, которому он приписывается. Его статуи и ритуальные сооружения вызывают вопросы о культуре и верованиях тех, кто его населял. Исследования продолжаются, и каждый новый артефакт добавляет новые элементы к уже сложной мозаике. Каждый из этих городов рассказывает свою уникальную историю, полную загадок и неожиданных открытий. Они являются не просто остатками, а настоящими окнами в прошлое, позволяя нам заглянуть в мир, который когда-то процветал. По мере того, как продолжаются раскопки и исследования, мы можем только догадываться о том, какие еще тайны могут быть скрыты под землей, ожидая своего часа быть раскрытыми. Древние цивилизации оставили нам не только руины, но и вопросы, которые ждут своих ответов. И следующее, что мы обсудим, это необъяснимые артефакты, которые ставят все знание о прошлом под сомнение. Среди загадочных находок археологов существуют артефакты, о которых историки и ученые до сих пор ведут споры. Это подлинные свидетельства, мистификации или результат человеческой фантазии. Один из таких примеров – золотой диск из Саккары, который был найден в Египте. Этот диск, сделанный из металла, покрыт загадочными символами и изображениями. Исследователи предполагают, что он мог использоваться в ритуалах, однако его истинное назначение до сих пор остается неясным. Некоторые даже выдвигали гипотезы о том, что диск мог быть частью древних технологий, о которых мы пока ничего не знаем. Не менее загадочным является танцующий человек из Пальмиры, найденный в Сирии. Эта статуя, изображающая человека в странной позе, была обнаружена в археологических раскопках, и многие утверждают, что она символизирует потерю и разрушение. Однако некоторые исследователи задаются вопросом, действительно ли эта статуя имеет историческую ценность, или это всего лишь современное творение. Загадка вокруг нее продолжает волновать умы археологов и ценителей искусства. В Перу также нашли кубок времени, который, как уверяют некоторые теоретики, мог служить в качестве устройства для измерения времени. Этот артефакт, украшенный сложными гравировками и символами, вызывает много вопросов. Некоторые считают его фальсификацией, в то время как другие уверены, что его действительно использовали древние цивилизации для наблюдения за движением небесных тел. Обсуждая необъяснимые находки, нельзя не упомянуть о призрачных скульптурах из Новой Зеландии. Эти таинственные статуи были обнаружены на удаленном острове и представляют собой фигуры, которые, как считается, изображают предков местных жителей.
Однако их странные формы и стили исполнения оставляют много вопросов. Некоторые исследователи предполагают, что это современная работа, в то время как другие уверяют, что это уникальные образцы древнего искусства, которые потерялись во времени. Еще одним любопытным артефактом является колодец желаний в Греции. Этот колодец, выдолбленный в скале, содержит загадочные письмена и символы, которые, по утверждениям местных жителей, способны исполнять желания. Ученые долгое время пытались разгадать их смысл, однако по сей день никому не удалось не только расшифровать надписи, но и объяснить, как именно этот артефакт мог использоваться. Еще одним из таких загадочных находок стала табличка с символами, обнаруженная в Ираке. На ней изображены сложные знаки, которые до сих пор не удается расшифровать. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть древний язык, использовавшийся для записи знаний, которые ушли в небытие. Другие же считают, что это может быть просто выдумка. В конце концов, стоит упомянуть о некрополе из одиночества, найденном в Китае. Этот древний могильник, содержащий множество захоронений, таит в себе множество артефактов, которые вызывают вопросы о верованиях и ритуалах древних жителей региона. Среди них находятся странные предметы, которые, по мнению историков, могли служить для связи с загробной жизнью. Все эти находки представляют собой лишь малую часть того, что археологи продолжают открывать и исследовать. Каждый из этих артефактов поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Возможно, именно в этом и заключается их магия. Они заставляют нас задумываться о том, какие тайны хранят древние цивилизации и какие секреты они могут еще нам раскрыть. А впереди нас ждут тайны индейских цивилизаций, которые тоже полны загадок и удивительных открытий. Обнаружение артефактов индейских цивилизаций – это захватывающее путешествие в мир древних культур, полных тайн и загадок. Одной из самых интригующих находок является золотой щит, обнаруженный в 1960-х годах на территории современных Мексики. Этот щит, выполненный из золота, украшен сложной резьбой и символами, связанными с древними ритуалами. Исследования показывают, что он мог использоваться в церемониях, посвященных солнечным божествам, что подчеркивает значимость солнца в культурной жизни индейцев. Не менее загадочной является кровавая чаша, найденная в одном из храмов ацтеков в 30-х годах 20 века. Эта чаша, сделанная из керамики, покрыта изображениями человеческих жертвоприношений. Ученые предполагают, что она могла служить для ритуальных обрядов, связанных с поклонением богам. Данная находка вызывает множество вопросов об обряде жертвоприношения и его значении для ацтеков. Другим важным открытием стал кристаллический череп, найденный в 11-х годах 21 века в Гватемале. Этот череп, вырезанный из цельного куска кристалла, стал объектом споров среди археологов. Некоторые утверждают, что он является фальсификацией, однако другие считают, что он мог быть частью древнего ритуала. Его точное назначение до сих пор остается загадкой, и мнения исследователей разделены. Перемещаясь в сторону Перу, стоит упомянуть ткань инков. В 1980-х годах археологи наткнулись на удивительно сохраненные текстильные изделия, которые поразили всех своей сложной техникой исполнения. Яркие цвета и сложные узоры свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних перуанцев. Исследования показывают, что эти ткани использовались не только для одежды, но и для ритуальных целей. Еще одной загадочной находкой стали статуи Пачкутека, обнаруженные в 1990-х годах в районе Куско. Эти статуи изображают вождя инков и его свиту и были найдены в священных местах. Их изучение помогает понять, как инки воспринимали своих правителей и какое значение придавали культуре поклонения. Не менее интересен загадочный ритуальный меч, найденный в Мексике в 1970-х годах. Этот меч, сделанный из обсидиана, имеет необычную форму и украшен мистическими символами. Ученые предполагают, что он использовался в ритуалах, связанных с войной и жертвоприношениями. Исследования его конструкции открывают новые горизонты для понимания военной техники древних индейцев. Археологи также обнаружили тайные хранилища, содержащие тысячи керамических фигурок, найденные в Южном Мексике. Эти фигурки изображают различных животных и людей и, по мнению ученых, могли служить для ритуальных целей или как способ хранения историй. Их изучение приоткрывает завесу тайны над повседневной жизнью древних индейцев и их культуре. И, наконец, нельзя не упомянуть календари майя, которые были найдены в различных регионах Центральной Америки. Эти артефакты, покрытые иероглифами, содержат информацию о времени, ритуалах и событиях, важных для индейских цивилизаций. Их расшифровка дает ключ к пониманию астрономических знаний и календарной системы, которую использовали майя. Каждая из этих находок добавляет новые элементы к общей картине индейских культур, полных тайн и загадок. Они предлагают уникальное понимание жизни, верований и технологий древних народов, оставивших нам эти удивительные артефакты. Продолжая исследовать эти загадочные находки, мы можем лишь мечтать о том, какие еще тайны скрыты в недрах Земли, ожидая своего часа быть раскрытыми. Теперь мы обратим внимание на гигантские статуи, которые вызывают еще больше вопросов и удивления среди исследователей.
Гигантские статуи, найденные археологами по всему миру, представляют собой одни из самых удивительных и загадочных находок. Эти монументальные произведения искусства, зачастую в высоту достигающие нескольких десятков футов, вызывают множество вопросов о том, как и почему они были созданы. Рассмотрим несколько наиболее известных примеров, которые продолжают озадачивать ученых и исследователей. Одним из самых загадочных мест является остров Пасхи, известный своими моаи, гигантскими каменными статуями, которые изображали предков местных жителей. Эти статуи, высеченные из вулканического туфа, достигают высоты до 30 футов и весят более 100 тонн. Несмотря на их внушительные размеры, до сих пор остается неясным, каким образом жители острова смогли перемещать эти массивные конструкции. Многочисленные теории предполагают использование деревянных платформ и роликов, но ни одна из них не объясняет все аспекты этого процесса. Также загадкой остается, почему моаи были расположены именно так, как они есть, и почему многие из них остались незаконченными. В Новой Зеландии находятся статуи маори, известные как тамоко. Эти массивные деревянные статуи, высеченные из деревьев, вырастают до 30 футов. Они выполняли не только декоративную, но и ритуальную функцию, символизируя могущество племенного вождя. Изготовление такой статуи требовало значительных усилий, и исследователи все еще пытаются понять, как эти племена взаимодействовали и каким образом передавали свои знания о создании таких памятников. На Мальте археологи обнаружили гигантские статуи, известные как гигантеа. Эти каменные конструкции ведут свое начало еще до появления первых пирамид в Египте, и их возраст оценивается примерно в 5000 лет. Статуи имеют избыточные формы, что провоцирует вопросы о том, каковы были их функции и какую роль они играли в культуре древних жителей Мальты. Множество теорий указывает на их связь с плодородием или культами, но ни одна из них не является окончательной. Не менее интересен пример статуй, найденных в Индии – джайнские статуи. Эти статуи, высеченные из известняка и гранита, достигают высоты до 120 футов и являются изображениями таких святых, как Махавира. Они часто строятся на склонах гор и имеют сложные детали, что требует от создателей большого мастерства. Статус и значение этих статуй для местного населения все еще вызывают споры среди исследователей. В Греции находятся статуи колосса Родосского, которые когда-то возвышались на входе в порт Родоса. Эта статуя, высотой около 110 футов, была одним из 7 чудес древнего мира. Созданная в III веке до нашей эры, она была посвящена богу солнца Гелиосу. Однако статуя простояла менее 50 лет, прежде чем была разрушена землетрясением. Вопросы о том, как она была построена и каким образом ее конструкции выдерживали такие размеры, до сих пор остаются без ответа. В Японии расположена статуя Дайбуц, или Великого Будды, в Нара. Эта статуя высотой около 48 футов была отлита из бронзы и покрыта золотом. Строительство началось в VI веке нашей эры и потребовало трудозатрат нескольких поколений. Но даже сегодня остается загадкой, как древние техники смогли создать такую внушительную конструкцию, которая пережила века. Гигантские статуи со всего мира продолжают оставаться объектом исследования и восхищения. Их величие и масштаб подчеркивают не только мастерство древних культур, но и оставляют множество вопросов о технологиях и мотивах их создания. Каждая из этих статуй – это не просто произведение искусства, а своеобразное окно в древние цивилизации, полные загадок и историй, которые еще предстоит разгадать. С каждым новым открытием мы приближаемся к пониманию того, как жили наши предки, а впереди нас ожидают утраченные технологии древних цивилизаций, которые также могут раскрыть еще больше тайн. Потерянные технологии древних цивилизаций вызывают удивление и восхищение. Археологи не перестают находить артефакты, которые ставят под сомнение наши представления о развитии технологий в древние времена. Одним из самых интригующих примеров является солярный диск из древнего Месопотамии, который, по мнению некоторых ученых, мог использоваться как солнечный календарь. Он выполнен из золота и покрыт сложными гравировками. Этот диск стал настоящей находкой, открывающей двери к пониманию астрономических знаний шумеров. Не менее загадочен механизм из Антиктеры, найденный в Греции. Это устройство, обнаруженное в 1911 году, считается прообразом первых вычислительных машин. Оно использовалось для определения астрономических положений и циклов астрономических явлений. Механизм сложен и состоит из множества шестеренок, что ставит под сомнение уровень научных знаний, существовавших в античности. Многие исследователи до сих пор пытаются воссоздать его функционал, и вопросы о том, как подобное устройство могло быть создано в ту эпоху, остаются открытыми. В Индии археологи обнаружили Ганешу, статую, которая, как считается, имеет астрономическое значение. Эта статуя, вырезанная из камня, была найдена в священном храме и украшена деталями, которые указывают на продвинутые знания о звездах и планетах. Исследования показывают, что древние индийцы могли использовать подобные артефакты для наблюдения за небесными событиями. В Китае также были найдены удивительные артефакты, такие как китайские часы.
Эти устройства, созданные из бронзы, использовались для измерения времени и были значительно точнее своих предшественников. Археологи выявили, что они могли отслеживать солнечное время с высокой точностью, что ставит под сомнение представление о технологическом прогрессе в Древнем Китае. Не менее интересна находка в Южной Америке – камни Сила из Перу. Эти массивные каменные блоки, вес которых достигает нескольких тонн, были обработаны с точностью, которую современные технологии могут повторить лишь с трудом. Ученые до сих пор не могут объяснить, как древние цивилизации смогли создать такие технологически сложные конструкции. Возможно, это говорит о том, что у них были свои уникальные методы обработки камня, о которых мы пока не знаем. Также стоит отметить пирамиды из Тепе в Турции, которые поднимают вопросы о строительных технологиях древности. Эти пирамиды, возраст которых превышает 10 тысяч лет, были созданы с использованием огромных каменных блоков, которые невероятно точно стыкуются друг с другом без использования цемента. Как именно древние строители смогли достичь такого уровня мастерства, остается загадкой, которая интригует ученых на протяжении многих лет. В Египте археологи нашли гигантские блоки, которые использовались для строительства пирамид. Эти блоки весили до 200 тонн и были перенесены на значительные расстояния. Методы, использованные для их перемещения и установки, до сих пор вызывают споры среди исследователей. Существуют теории о том, что использовались специальные инструменты и технологии, которые позволяли древним строителям создавать такие массивные конструкции. Нельзя обойти стороной и звуковые устройства из Месопотамии, которые могли использоваться в ритуалах. Эти артефакты, состоящие из медных труб и колокольчиков, показывают, что древние цивилизации имели знания о sound engineering, которые были потеряны с течением времени. Некоторые исследователи предполагают, что эти устройства могли использоваться для создания музыки или для общения на расстоянии. Все эти находки подчеркивают, насколько сложными и развитыми были технологии древних цивилизаций. Каждая из них открывает новые горизонты для понимания того, как наши предки жили и какие знания они унесли с собой в вечность. Погружаясь в изучение этих таинственных артефактов, мы постоянно сталкиваемся с вопросами, которые все еще требуют ответов. И вот, в продолжение нашего увлекательного путешествия мы рассмотрим загадочные скрижали, которые хранят в себе множество секретов и историй, утерянных в веках. Скрижали, найденные археологами по всему миру, остаются одним из самых интригующих и загадочных аспектов изучения древних цивилизаций. Эти древние письменные памятники содержат знания и информацию, которые до сих пор вызывают споры и завораживают ученых своим содержанием. Одним из самых известных примеров является скрижали из Ура, которые были обнаружены в Месопотамии. Эти глиняные таблички, датируемые 3-м тысячелетием до нашей эры, содержат записи о законах, коммерческих сделках и даже семейных вопросах. Они дают нам представление о социальной и экономической жизни древних шумеров. Перемещаясь в Египет, нельзя не упомянуть скрижали с иероглифами, найденные в гробнице фараона Тутанхамона. Эти таблички, покрытые сложными иероглифами, содержат информацию о ритуалах и загробной жизни. Их содержание помогает понять верования древних египтян и их представления о жизни после смерти. Эти артефакты позволяют исследователям заглянуть в культуру и духовность одной из самых известных цивилизаций в истории. Другим значимым открытием стали скрижали с Майами, найденные в Центральной Америке. Эти артефакты, украшенные иероглифами, представляют собой записи календаря и астрономических наблюдений майя. Они показывают высокий уровень знаний, которыми обладали эти древние народы. Исследователи продолжают расшифровывать их содержание, и каждая новая находка открывает новые горизонты для понимания жизни майя. Не менее интригующими являются таблицы из Кахоки, найденные в США. Эти глиняные скрижали содержат записи о племенных обычаях и церемониях индейцев. Их находка дает возможность увидеть, как эти древние народы взаимодействовали друг с другом и с окружающей природой. В Китае археологи обнаружили скрижали с иероглифами, которые содержат записи о философии и учениях Конфуция. Эти таблички, датированные 3 веком до нашей эры, являются важным свидетельством о культурном наследии Китая. Их изучение позволяет проследить развитие идей и учений, которые до сих пор влияют на общество. Кроме того, интерес представляют скрижали из Хараппы, найденные на территории Индостана. Эти артефакты, относящиеся к цивилизации Инда, содержат записи о торговле и социальных структурах. Исследования показывают, что эта цивилизация имела разветвленную сеть коммерческих связей, что ставит под сомнение представление о том, как развивались древние общества. Загадочные медные таблички из Перу, которые были найдены в гробницах инков, также требуют внимания. Эти артефакты, покрытые непонятными символами, могут представлять собой записи о жертвоприношениях и ритуалах. Их расшифровка может открыть новые страницы в понимании обрядов и верований инков. Скрижали из Эфиопии, которые содержат тексты о королевской династии, также играют важную роль в исследовании древних культур. Эти находки помогают восстановить историю династий и правителей, которые существовали в течение веков. Каждая из этих находок открывает новые горизонты для понимания древних цивилизаций и их культур.
Скрижали, запечатлевшие на себе знания и верования, помогают нам заглянуть в прошлое и увидеть, каким образом люди взаимодействовали друг с другом и с окружающим миром. Погружаясь в изучение этих артефактов, мы сталкиваемся с множеством вопросов, которые продолжают волновать ученых и исследователей на протяжении всей истории. Теперь мы обратим внимание на цивилизации, которые исчезли без следа, оставив после себя лишь загадки и тайны. Цивилизации, исчезнувшие без следа, продолжают оставаться объектом изучения и обсуждения для археологов и историков. Эти загадочные культуры оставили после себя лишь обрывочные свидетельства, которые порой становятся причиной неразрешимых вопросов. Одна из таких цивилизаций, известная как хетты, существовала в Малой Азии и достигла своего расцвета в третьем тысячелетии до нашей эры. Однако к началу первого тысячелетия до нашей эры их следы исчезли. Хеттская письменность, найденная на глиняных табличках, содержит записи о политических событиях и ритуалах, но сама цивилизация исчезла, оставив множество вопросов о причинах своего падения. Другой интересный пример – цивилизация индов, также известная как харапская цивилизация, которая процветала в долине реки Инд. Существование этой культуры датируется третьим тысячелетием до нашей эры. Археологи нашли такие города, как Мохенджо-Даро и Хараппа, которые имели сложные системы водоснабжения и планировки. Однако к 2500 году до нашей эры эти города были заброшены. Причины их исчезновения до сих пор остаются неясными, несмотря на предположения о климатических изменениях и природных катастрофах. Нельзя забывать и о культуре майя, которая существовала в Центральной Америке. Эта цивилизация оставила после себя великолепные храмы и памятники, однако к XIX веку их города начали приходить в запустение. Ученые предполагают, что внутренние конфликты, истощение природных ресурсов и изменение климата сыграли свою роль в падении этой великой цивилизации. Гигантские города, такие как Тикаль и Капан, стали молчаливыми свидетелями исчезнувшей культуры, и хотя археологи продолжают находить артефакты, о жизни майя остается много вопросов. Цивилизация Пуэбло, обитавшая на юго-западе современных Соединенных Штатов, также исчезла из вида. Эти коренные жители строили сложные поселения в скалах и на плоскогорьях. Однако к 15 веку их численность начала сокращаться, и многие поселения были заброшены. Исследования показывают, что изменение климата, уменьшение доступа к воде и войны с соседними племенами могли повлиять на их исчезновение, но конкретные причины остаются неизвестными. На Дальнем Востоке, в Японии, существовала цивилизация Дзёмон. Эта культура, известная своими керамическими изделиями, процветала в период с 12-го тысячелетия до нашей эры до 3 века нашей эры. Несмотря на свои достижения в искусстве и жизни, эта цивилизация постепенно исчезла, уступив место другим культурам, и ее следы постепенно стерлись из истории. Говоря о загадках, нельзя не упомянуть о культуре хатти, существовавшей в Анатолии. Эта древняя цивилизация, процветавшая до появления хеттов, оставила после себя множество артефактов, однако информации о ее языке и культуре практически нет. Эта утраченная культура остается одной из самых загадочных в истории. Каждая из этих цивилизаций оставила после себя лишь отголоски своей жизни, за которыми стоит множество тайн и вопросов. Ученые продолжают исследовать их наследие с надеждой разгадать загадки, которые они оставили. Исчезнувшие цивилизации напоминают нам о том, что история полна непознанного, и хотя многие ответы остаются неразгаданными, каждая находка вносит свою лепту в общий пазл нашего понимания прошлого. Так мы продолжаем двигаться к изучению новых таинств, которые хранят в себе следы забытых культур.